Друзья, приветствую вас на канале Разводня как хобби. Вот сегодня отсадил я опять наших производителей. Две тройки, так скажем, да. Самец, две самочки слева, самец, две самочки, вернее, самочка и два самца слева, самочка и два самца справа. Это те у нас рыбки, которые нерестились 2 недели назад. Тогда у нас икра была не очень, много было белой, и вот я их решил по-новому отсадить. Оставляем их на ночь и посмотрим завтра на результат. Итак, друзья, следующий день, 12 часов дня. Давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Ну, рыбка особо уже не активная. Значит, что в первом у нас нерестовике? В первом нерестовике у нас ничего нету. Рыбки не отнерестились. А во втором, вот я уже вижу, во втором икра у нас есть. Есть, конечно, и неоплодотворенная, беленькая, есть и хорошая. Ну, уже более-менее к вечеру мы увидим, какой у нас там результат. Потому что некоторые может еще побелеть, конечно. Но уже что-то есть. Значит, мы этих производителей уберем, конечно. Вот этих правых. Ну, пускай еще час тут поплавают. Может, они еще там не донерестились. А левых оставляем еще на одну ночь. Возможно, у них что-то пошло не так, и они с задержкой будут нереститься. Ну, завтра уже утром или ближе к обеду мы на это посмотрим, конечно же. Не переключайтесь, для вас пробежит секунда, и мы опять встретимся. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Итак, друзья, ну что, обед уже следующего дня. Значит, что у наших производителей? А у наших производителей ничего нет. Короче, эта тройка бесполезно просидела 2 суток. Ну, водичка такая вроде бы как мутноватая. Скорее всего, что самцы к самочке приставали. Но что-то у них ничего не пошло. А здесь у нас в этом нерестовике что мы видим? Мы видим уже личинку, которая вон там уже бегает и так далее. Ну-ка вот так ближе. Ну, видно, там есть, да? Вот так вроде бы чуть получше видно. Ну, короче, есть там личинка. Есть, конечно, белой икры очень много. Мы сюда добавили эритромицина чуть-чуть. Думаю, все будет нормально. Скоро малек этот, личинка превратится в малька и начнет плавать. Мы, конечно же, за этим понаблюдаем. Так, заглянем к нашей личинке красной тернеции. Ну, можно видеть, здесь она присутствует. Еще не плавает, но уже какие-то движения такие происходят у нее. Возможно, завтра нужно будет уже попробовать покормить. Может, некоторые уже поплывут. Извините за качество видео такое. Ну, не знаю, вода такая мутноватая чуть. Видите, много белой икры. Она все еще на дне. Но я думаю, когда уже личинка поплывет, вон она там, много ее за распылителем, вернее, превратится уже в малька. Хотя вот некоторые вроде как уже и так и плавают, как бы, как малек. Ну, завтра мы им с утра дадим слоноводную коловратку. Возможно, кто-то уже захочет покушать. Итак, друзья, давайте посмотрим на нашу красную тернецию. А точнее на личинку. Вот они, не знаю, видно вам или нет. Вот сидят практически слева на стеночке. Личинка, да? Некоторые даже, вот я вижу, так вроде бы как плавают уже, начали плавать, да? Но еще не все, а частично только. То есть сегодня 3 суток, как появилась икра. Ну, возможно, она появлялась там
Хотя это одна пара отнерестилась. Вот видите, там он есть слева, вот вижу на стеночке, уже такие рыбки, как вроде бы начинают плавать. Ну, то есть, как бы, думаю, к завтрашнему вечеру они все поплывут, и мы их уже начнем кормить. Но вообще, малек тернеции может сразу брать артемию. Ну, конечно же, та, которая только выклюнулась. Но мы, наверное, их покормим сразу солоноводной коловраткой. Она самая мелкая из имеющихся у нас кормов, да, живых. Я думаю, это даст ей, нашей рыбке маленькой, которая поплыла, более лучший толчок для развития. Но это уже будет завтра. Завтра я включусь, для вас придет секунда, и мы опять увидимся. Посмотрим, как начала наша рыбка плавать или нет. Так, ну что, вот такие у нас тернешки. Вот они кушают артемию, животики полные. 8 дней от момента нереста. Ну, там какая-то часть есть на дне. А основная масса плавает и кушает. То есть все у них хорошо. Друзья, вот вам еще показываю наших тернеций, которые получились, да, после второго нереста наших красных производителей. Вот сейчас фильтр отключил, дал им артемии, они, конечно, покушали. Животики у них желтенькие, и вот они так вверху стоят. Потому что накушались и довольные жизнью. Ну, артемии там, конечно, у них полно, еще там по дну некоторые лазят, выбирают. Ну вот сегодня этим рыбкам, вернее не рыбкам, а от момента нереста 11 дней. Вот такие вот рыбки красивые у нас растут. Итак, друзья, вот еще немножко прошло времени. Еще прошло 4 дня. То есть сегодня от момента нереста нашим рыбкам 15 дней. То есть получается как бы 2 недели, да? Вот водичка более-менее уже отфильтровалась у них. Вон их там такое количество. Достаточно нормальное. Есть, кстати, вот некоторые мальки, которые на дне. Что-то у них там непорядки. Ну, их там совсем мало. Основная масса плавает, держится в толще воды. Нормально кушает. Сейчас я им насыплю сюда еще артемии. Они покушают, мы их еще раз снимем. И вы посмотрите, как они выглядят, когда хорошо плотненько поужинали. Я вам, конечно же, покажу. Они, когда покушают, собираются все вверху. Обычно возле дальней стенки, но бывает и возле передней. И стоят такие с желтыми животиками плотными. Короче, все это сейчас увидите. Ну вот, наши тернеции приняли на грудь. Насыпал я им туда артемии. Большая часть артемии, конечно, осела на дно. Но большая часть попала в желудки к нашим малькам. Вот они, наеденные, стоят, отдыхают. Вон там на задней стенке тоже их достаточное количество. Сейчас еще минут 20 они покушают. Потом я им, конечно же, включу аэрацию, фильтрацию. И они будут спокойно ночевать. И подрастать, конечно же. Друзья, смотрите видео, которые появились на экране. Они тоже о разведении тернеций, как мы это делали раньше. Кто только подписался на канал, возможно, заинтересуетесь, посмотрите. Есть целый плейлист о разведении тернеции глафиш. Там мы разводили тернецию разных цветов. Ну и, друзья, желаю всем здоровья, удачи. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.